С чего начинается лудомания? Почему букмекер украл твои деньги и не боится твоих угроз судом? Регистрация в единственно правильном ее понимании. Сейчас расскажу. Если вы хотите начать делать ставки и не бояться, что вас счет обнулят от простейшей ошибки, которые допускают как новые игроки, так и игроки с опытом, хотя от обнуления нас никто не может обезопасить, и у букмекеров в правилах черно по белу написано, что если у быка появится хоть немного подозрения в отношении нашей нечестной игры, то букмекер с радостью и легкостью заблокирует наш счет и, возможно, даже обнулит все наши ставки. Да-да, вы не расслышали. Немного подозрения, без каких-либо доказательств. И доказывать он вам ничего не собирается. Кто мы и кто они? Ну, знаешь, ну, как бы, ну, Первое, что нужно сделать, это подобрать устройство для игры в букмекерской конторе. Устройство желательно должно быть новое, так как в каждом устройстве есть свой уникальный неповторимый код, и именно по нему нас и обнаруживает букмекерская контора. В каждом устройстве разный код. Это как ДНК на примере человека. У каждого свой код. Новое устройство, новая ДНК. Все просто. Игроки, которые разбираются в ставках и имеют за спиной большой опыт, называют такое устройство чистое. Будь то телефон, компьютер, iPad. В общем и целом, любое устройство, с которого вы будете совершать ставки. Чистое устройство – это значит, что на нем никогда никто не делал ставки. Если же вы решили купить БУ телефон, то у вас есть огромнейший шанс нарваться на зараженное устройство, где вашему счету будет автоматически выписан бан на ставки от букмекерской конторы. Зараженное устройство – это девайс, с которого заходили в БК любой другой человек. БК моментом вас отследит и запретит делать ставки. Либо даст поиграть, а далее обнулит все ваши ставки, ссылаясь на мультиаккаунт. Это и написано в их правилах в регламенте. Советую заранее ознакомиться с правилами БК до вашей регистрации. Немного ушли от темы. Какие телефоны рекомендую я для комфортной игры в букмекерских конторах, найдете в моем телеграме. Заходите, общайтесь, делитесь инфой, помогайте друг другу. Второе, на чем я хочу акцентировать ваше внимание, это на сим-карте. Проверяем свои данные сим-карты, а именно, на кого она зарегистрирована и когда. Я уверен, большинство из вас даже и не вспомнит, на кого эта сим-карта оформлена. Либо вы купили анонимную сим-карту с рук у неизвестных товарищей. Не делайте так. Ну как проверить, на кого сим-карта? Сделать это очень просто. Заходите в личный кабинет вашего оператора связи и в чате запрашиваете договор о предоставлении услуг. Либо сами находите этот договор и скачиваете PDF-файл. Если же вы не любитель этих заморочек с приложениями, скачивать PDF, что это? Такой олдскул батя. То просто приходите в ваш салон связи и там просите у менеджера, чтобы он распечатал договор связи на ваш номер телефона. В том и том варианте будет четко указано, на кого зарегистрирована ваша симка. И это важный нюанс при игре в букмекерской конторе. Сейчас поясню. Когда вы выиграете у букмекера деньги, разумеется, он заблокирует ваш личный кабинет. Далее служба безопасности потребует провести проверку вашей личности. С большой вероятностью они запросят договор оператора связи на ваше имя. И если симка оформлена не на вас, у вас будут огромные проблемы, вплоть до обнуления счета. Поэтому советую сделать новую личную сим-карту для вас, либо, если она не на вас, изменить имя в вашем договоре. И помните, что россиянам разрешили передавать сим-карты только близким родственникам. Не накосячьте. Третье. Как только у вас появилось устройство для ставок и сим-карта, нам понадобится интернет. И да, по нему нас тоже вычисляет букмекерская компания. Wi-Fi роутер и мобильный интернет, то есть интернет с сим-карты, это ваши IP-адреса интернета. У Wi-Fi статичный IP-адрес интернета, и в свою очередь в
в большинстве случаев он имеет один общий IP-адрес интернета. То есть он не меняется. Интернет сим-карты, то есть мобильный интернет, имеет динамический IP-адрес. Он постоянно изменяется. Выключая телефон, либо переводя в режим самолета, он всегда будет по новой искать вышку связи. Если по-простому, что такое IP-адрес? Это номерной знак на автомобиле. Как проверить ваш IP-адрес? Очень просто. Достаточно зайти на сайт 2ip.ru, там вы увидите более детальную информацию о вашем IP-адресе и провайдере. И помните, букмекер понимает, с какого интернета вы заходите, с какого устройства вы заходите. Он следит за каждым вашим шагом. Многие скажут, да какая разница, какой интернет, статический, динамический, я как хочу, так и играю. Закрываем видос и расходимся, ребята. Но нет, не все так просто. Если вы где-то без задней мысли подключитесь к сети Wi-Fi какого-нибудь общепита, я уверен, у вас будут огромнейшие проблемы. Так как 100% из этой же кафехи заходил какой-то клиент этой букмекерской конторы. Букмекер отследит эти действия, сразу сопоставит ваши два одинаковых IP-адреса, разные устройства и поймет, что это мультиаккаунт. Ваши два устройства заражены, IP-адреса заражены. То есть смысл продолжать играть в этой букмекерской конторе я не вижу. В будущем, если же вы выиграете деньги, он вам их не выплатит. Ну а если вы хотите играть дома через ваш чистый Wi-Fi, то лучше переспросите у своих родных, близких, друзей, кто к вам приходит, не заходил ли кто-нибудь случайно в эти букмекерские конторы. Но если же вы уверены, как и я, на 100 миллиардов процентов, что никто не мог зайти с вашего домашнего интернета в букмекерские конторы, то смело... Эй, ты зачем пароль сменил на Wi-Fi? Мне ставку поставить надо. Ну пиздец, ты запорол мне мой новый аккаунт и мой новый телефон. Спасибо, брат. На чем мы остановились? Ах да, то смело переспросите у всех своих гостей, близких, родных. Возможно, кто-нибудь из них заходил в букмекерские конторы с вашего домашнего интернета. Чтобы не сидеть потом с кислой рожей и не вспоминать, что надо было смотреть это видео внимательно. В противном случае делаем все регистрации через мобильный интернет. Попасть через него на IP-адрес зараженного пользователя крайне мало. У меня такого не было. Предварительно, перед регистрацией и заключением пари, не забывайте отключить Wi-Fi надолго, если не уверены, что он чистый и никто не заходил с него в букмекерские конторы, чтобы он случайно через определенное время не включился сам и все нам испоганил. Такие ошибки я допускал много раз. Раньше даже сидел с 4 аккаунтов одной букмекерской конторы с разных браузеров. Давным-давно букмекер не был настолько жадным и разрешал так играть. Четвертое. Регистрируем ЦУПИС. Вводим свои личные данные, телефон, электронную почту, которую вы будете указывать при регистрации в букмекерской конторе. Перепроверяем свои данные. ЦУПИС, простыми словами, это бухгалтер наших операций между нами и букмекером. Все выводы и пополнения будут отражаться на этом сайте. Здесь вы можете увидеть легальных букмекеров и выбрать для себя более понравившегося. Советую выбирать только легального букмекера. Нелегального обходите стороной. И да, не забудьте идентифицировать ваш ЦУПИС. В будущем это сыграет нам на руку. Ну как выбрать букмекерскую контору? Когда в каждом углу несется реклама, какие они честные, идеальные, благородные, заплатят без проблем. Об этом могу рассказать в Телеграме, исходя из своего личного опыта. Так как здесь на Ютубе, скорее всего, это забанят. Букмекер не терпит критики. Да я бы похвалил, но было бы за что. У меня уже нет бабла. Нет сил столько ждать. Я все слил. Сколько можно было это объяснять? Будь терпеливее, друг. Если ты не можешь досмотреть этот ролик до конца, то о каких выигрышах может идти речь? Как ты сможешь выждать ставку?
Как ты сможешь пережить череду проигрышей? Или ты снова будешь лгать своим родным и близким, говорить, что все виноваты, но только не ты? Надо было набраться терпения. А всем тем, кто еще живчик, кто хочет поменять свою жизнь к лучшему, научиться правильно ставить, не бояться букмекера. Поехали дальше. Ну-ка убери палец с кнопки регистрации. Перед тем, как зарегистрироваться, ты должен вспомнить, был ли у тебя аккаунт в этой букмекерской конторе. Очень часто ты даже не подозреваешь, что аккаунт на твое имя был создан давным-давно твоими знакомыми, друзьями или братьями. Раньше не нужно было вводить паспортные данные или проходить всякие идентификации. Достаточно было знать всего лишь имя и фамилию человека. Регистрируешь на него аккаунт и делаешь ставки. Проверок как таковых не было. Сейчас за каждый тугрик ты должен пройти все пути ада. Поэтому лучше перепроверь. Есть сомнения? Я бы вам посоветовал написать в поддержку и уточнить, была ли у вас регистрация или аккаунт в этой букмекерской конторе. Не забудьте заскринить переписку с службой поддержки. Помните, что повторная регистрация запрещена. Если же вы уверены на 100%, что никто и никогда не мог сделать аккаунт на ваше имя, то смело приступаем к следующему действию. При регистрации вводим только свои личные данные, как в паспорте. Перепроверяйте обязательно. Номер телефона оформленный на ваше имя, о чем мы говорили выше. Действующую электронную почту и не забудьте ее подтвердить. Подтвердить ее можно в личном кабинете букмекерской конторы после регистрации. Поздравляю, вы зарегистрировались, и вам осталось идентифицировать ваш счет. Это нужно для того, чтобы ваш аккаунт был с полным функционалом. В основном это касается вывода и пополнения денег на ваш аккаунт. Возможно, идентификация синхронизировалась с СУПИСом и все подтянулось само. Если же такого не произошло, то делаем все вручную. На начальном уровне идентификации ваш максимальный вывод и пополнение будет не более 60 тысяч рублей. Сразу советую сделать основной статус идентификации. В разных букмекерских конторах это может называться как увеличить лимиты. Это усилит достоверность вашего аккаунта. Плюс идентификация через разные сервисы, такие как Сбер-ID, Т-банк, госуслуги и прочее, еще раз подтвердит, что аккаунт принадлежит лично вам. Некоторые букмекерские конторы просят подтвердить ваш аккаунт, придя к ним в офис, либо в пункт приема ставок, так называемые ППС в простонародье. Пополнять аккаунт можете любым удобным способом, но я советую пополнять банковской картой личной. Не вздумайте пополнять картой, оформленной не на ваше имя. Букмекерская контора деньги вам не выплатит. Исключением может быть карта вашей жены или мужа. Но этот нюанс лучше уточнить у букмекерской конторы перед пополнением. И если же они вам разрешат это пополнение, обязательно заскриньте их ответ, заснимите видео с экрана, и пусть это станет вашей привычкой в будущем. В будущем поможет. Если же вы смотрели это видео внимательно и не накосячили в пунктах выше, о которых я все это время говорю, ваша регистрация идеальна. Букмекер не сможет докопаться до ваших персональных данных, до вашего устройства и интернета. Теперь бабосы на вашем счете, ну на что ставить? Об этом я вам расскажу в следующем ролике, будет очень много интересного. Бейте в колокольчик. Надейтесь на лучшее, а готовьтесь к худшему. Нам правила нарушать нельзя, поэтому надо было.